Представители знака зодиака Овен, Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад «Согласиться нельзя остаться». Период ретроградного Сатурна с 29 июня, по сути это июль, по 15 ноября. Это событие до конца 2024 года. И что будет связано с ретроградным Сатурном? В этот период жизни каждого из нас есть то, что условно похоже на колесо нашей собственной истории. Что-то у нас как будто повторяется, или есть определенные вопросы, которые мы до этого времени не решили, и мы не можем этот выбор проигнорировать. Наша задача запустить вот это собственное колесо истории, колесо судьбы, чтобы все системы заработали в унисон обстоятельств. Ведь Сатурн – это организация, Сатурн – это суровый учитель. Поэтому как люди, как и обстоятельства нашей жизни, они нам даны для чего-то. И задача понять, от чего мы, может быть, откажемся окончательно и не будем себе устраивать какую-то ненужную философию и не притягивать что-то искусственно, потому что не имеет прогресса. Или когда есть действительно что-то, которое нам может даже не нравиться, ведь это с Сатурном не самые приятные моменты порой связаны. Но, тем не менее, мы понимаем, что да, это в нашей жизни есть, и оно будет продолжаться. Значит, разобраться с этим тоже следует. Этот период не в один месяц. Но, повторюсь, если мы что-то оставим без своего участия, мы можем отдать свою судьбу на волю случая. Ведь это рулетки или этому маховику судьбы еще только предстоит преодолевать как какие-то заскорузлые препятствия или ржавый скрип. Вот представьте, что это колесо вашей истории. Оно какое-то время было без движения. Может быть, вы пытались его вращать, но кто знает, может быть, вы вращали в другую сторону, и поэтому те или иные вопросы, они у вас и замирали, а вам нужно было это сделать как-то иначе. Поэтому нам своими собственными силами придется привести в движение то, что для нас имеет какой-то важный смысл. Давайте мы с вами посмотрим, как видят карты Таро. Позже я создам статью на сайте о событиях планетарных, где-то с учетом именно планет. Опишу до конца года. Но мы посмотрим энергетику, как видят карты Таро. И первую карту, которую мы с вами достанем, назовем это неожиданности. И я подразумеваю именно что-то со знаком минус. Может быть, как неприятности или то, что нам не хочется об этом думать, потому что, никакого позитива это не вызывает. Так вот, первая карта будет именно неожиданности со знаком минус. Ваши возможности, которые вам будет давать судьба, пространство, вселенная, не бывает всегда как будто только один минус. Есть какие-то положительные моменты, вот что нужно рассмотреть. И дальше мы достанем просто, если мы говорим события, так вот пусть это будет 3 события до конца года. И далее мы с вами раскроем значение этих карт. Что же для вас, мои дорогие Овны, означает период до конца 2024 года и какие же неприятности, да, или неожиданности. А вы знаете, вот королева Земли, тут правда, нет здесь неожиданностей, нет здесь неприятностей. Достаточно стабильный период жизни. О чем я хочу сказать? Вот эта колода, она подается художникам и известным тарологам Колет Барон Рид с позиции позитивной психологии. Поэтому королева Земли – это то, что мы планируем. Это в первую очередь практичность, четкие цели – и наша честность с самими собой. Конечно, это благополучие. И для вас, мои дорогие Овны, нет никаких преград. То есть, если что-то, с чем-то вы сталкиваетесь, по крайней мере, так видят карты Таро, нет серьезных препятствий. Но вопросом, которые касаются, может быть, материализма, где, откуда к вам приходят деньги, или вопросы, связанные, может быть, с вашим домом, с вашей семьей. По этой карте иногда проигрываются наши близкие, для тех, кто в паре, уделить внимание, какие-то вопросы тоже не замалчивать, но и с другой стороны, ведь это позитивные энергии сами по себе.
Может быть, где-то не хватает, захочется пойти в разнос. Но нам говорят, что именно все сохраняем, то, что может быть продолжено. Или не рисковать собой, мои дорогие овны, быть в каких-то более стабильно надежных энергиях. И, кстати, социум свой определять тоже в этом направлении. Не должно быть, значит, как инсайта какого-то самого по себе, когда мы все бросили уже начатое ранее и переключаемся на что-то иное. Благополучный, правда, период жизни, ну что же помогает тогда? Вот наоборот бы, да, выпали карты. Как раз по пятерке воздуха помогает умение балансировать. Посмотрите, маленькая балерина, ангелочек, танцует на пуантах по канату. Вот, мои дорогие, вам помогают такие энергии. Совершенно не ваши. Вокруг летают птицы, и много информации говорит эта карта. Но сам по себе баланс вам, безусловно, помогает. И ведь это мелкая карта. Нет каких-то, опять же, препятствий, нам говорят, подтверждают, но совершенно в другом ключе, в каких-то других, с другим настроением, может быть, и не без этого тоже, но будут какие-то напряженности или конфликты, и ваша задача, опять же, быть справедливым самими собою и не допускать расширения дистанции конфликта, уходить от каких-то сложных ситуаций, буквально отходить, балансировать как-то. Или если вы какое-то дело не можете осуществить по своему плану, мои дорогие овны, вам придется это корректировать, иначе вы не получите вот этот положительный какой-то бонус, или ведь эта материализация проходит по королеве Земли. Что отличает вообще энергетику этой карты во всех колодах Таро? Она из хаоса создает порядок. Вот вам придется из хаоса создавать порядок. И может быть вокруг тысячи неопределенностей, а все равно какой-то свой фарватер, пусть он узкий, похож на канат, а вы будете чувствовать, что я где-то балансирую на пуантах. Но это в ваших силах. У вас получится что-то невероятное. Давайте посмотрим, каковы же события. И вам снова выпадают карты воздушные, или мы называем мечевые. Посмотрите, насколько королева воздуха очень добрая карта. И улыбается наша королева, на плече сидит сова. Сова – один из символов мудрости, мы все это знаем. Поэтому все то, что я где-то только что сказала по пятерке воздуха, какие бы вы тут вопросы себе не поставили, но подобные энергии нам говорят, это для тебя будет сильная позиция. И, кстати, это сильная самооценка, мудрые решения, организация собственной жизни и еще идет красноречие. Но не то красноречие, которое как вот конфликт. Оно не должно переходить в какую-то деструктивную плоскость. Может быть, вам придется научить себя воспринимать конструктивную критику. Или быть самому где-то в энергиях именно конструктивной критики, не переходя на личности. Или не перенося чью-то критику на собственную, как личную обиду. Вот этот момент тоже будет иметь значение. Для кого-то из вас придется учиться или изучать законы. Или к вам, мои дорогие овны, могут обращаться за помощью, разрешить тот или иной вопрос. И вам нужно будет правильно, как-то мудро подойти, чтобы не навредить самим себе, это в первую очередь, но и не оттолкнуть кого-то еще. Мудрость от начала до конца. Нам не говорят что-то конкретное, но ведь это карта хладнокровия и рационализма. Поэтому какие-то события могут быть. Давайте мы с вами проясним все же. И нам говорят, королева чаш вот перевернулась. Часто эта карта наша личная жизнь, и поэтому у кого-то быть вот как по королеве воздухом, таким прозорливым, чутким человеком, который умеет увидеть вопросы и рационально где-то, не поддавшись эмоциям разным. Так и переложить в какую-то конкретную плоскость действий. Решать, может быть, вопросы по части ваших взаимоотношений придется. И я могу сразу сказать по вопросам денег. Вот отношения и финансы, когда от вас потребуется рациональное решение или, может быть, от чего-то даже отказаться, вполне вероятно. То именно, что не может служить к продолжению. Давайте мы спросим, чем дело кончится. У каждого своя какая-то
Смотрите, королева воздуха, королева мечей, это, по сути дела, одна карта. И нам снова не говорят о чем-то конкретном, нам карта говорит, подумай. Перед тем, как действовать, подумай. Дело не кончится, а должно продолжаться, где-то карта подсказывает. Рационально, Овен, вы, мои дорогие, должны для себя определить, что же для вас и является на данный период времени, на вторую половину года, желаемым вариантом. И сформулировать, может быть, на бумаге написать какой-то тезис-план, и предположить, что обстоятельства будут меняться, нужно быть к этому готовыми. И о чем нам еще говорит карта? Овен, надейся сам на себя. Ты себе сейчас не должен помешать. Вот что бы вы ни задумали, но быть рационально прозорливым, ведь по этим картам еще идет и интуиция, и интеллект, и интуиция. Чем сердце успокоится. Сумеете ли вы получить желаемое? Снова мечи, шестерка мечей. У кого-то будет смена работы, может быть, смена направлений в деятельности. Или коррекционные какие-то детальные согласования. Или это вы будете вносить какие-то нюансы, как изменять что-то в сфере своей занятости, в сфере зарабатывания денег. Вот этому нужно уделить внимание. Посмотрите, мечевые карты, они всегда говорят о рационализме. Здесь вообще ни разу не про эмоции все три мечевые карты. И, может быть, это просто необходимо для того, чтобы какую-то свою траекторию надежности построить на дальнейший период времени. Что такое вторая половина года? Если мы говорим ретроградный Сатурн в рыбах, да, нам будет как какая-то ситуация отчасти похожа на дежавю. Или, может быть, что-то у вас шло со скрипом, не получалось. И, значит, нужно подумать, стоит ли это продолжать. И если стоит, тогда все равно носить какую-то коррекцию. Потому что последующий период, хорошо, Сатурн в рыбах, это где-то по ноябрь, энергии, декабрь, согласитесь, это не самый кардинальный такой месяц, когда что-то меняется. Часто в декабре у нас как раз какие-то паузы начинаются. А уже с января это и февраль 2025 года, это будут совершенно другие энергии. Поэтому, собственно, я и назвала это видео «События до конца года». И эти энергии мы уже в них вошли. Этот Сатурн ушел в ретроградность в самом конце июня. Поэтому вам уже сейчас что-то может напоминать о том, что ты должен довести до конца какое-то дело. Именно то дело, выбрать его еще предстоит, что для вас жизненно важно, где-то для вас жизненно необходимо и должно быть, и может быть продолжено. Шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Вот в какой-то области у вас есть успех. Это зависит от решимости, от того, как мы готовы где-то и к неожиданностям тоже, но не для того, чтобы, знаете, с ними бороться. Нет, вот самый главный момент. А для того, чтобы с ними правильно взаимодействовать. И если мы видим, что часто так бывает, нас судьба, как бы оберегая, закрывает куда-то путь. А мы думаем, что для нас это преграда, которую мы должны буквально пробить каким-то силовым методом. И мы пробуем один, второй, третий раз. Потом мы негодуем, злимся, почему так получается. А по сути-то иногда мы даже получаем желаемое, но все равно приходим к выводу, что овчинка выделки не стоила. Поэтому вот будьте внимательны, какой-то успех у вас на пороге. Давайте как совет. Конкретно деньги. Кстати, это помощь ангелов. Иногда в некоторых колодах можно так трактовать шестерка пентаклей, когда высшие силы вам помогают именно выбрать правильный ракурс. Мы как раз об этом только что говорили. Вот из хаоса создать порядок, но и определить какую-то свою финансовую сферу. У вас будет удачный период времени, и я понимаю, меня смотрят люди как из разных стран, так у каждого своя история финансовая. И если у вас сейчас какой-то финансовый минус или брешь какая-то буквально финансовая, то нельзя в каком-то прежнем контексте продолжать. Или оставить это без внимания. Или думать, что это само разберется. Вам придется с этим вопросом разбираться самим. Но к этому хорошие предпосылки. 16-й старший аркан. Башня нам говорит о том, что это ведь старший. Какие-то сомнения, изменения, извините, будут помимо вашей воли. Вы столкнетесь до конца года с тем, что будут обстоятельства, которые
вокруг вас какая-то обстановка, она будет меняться, и это будет воздействовать таким образом, что вам тоже придется принимать какие-то действия, вы что-то не сможете оставить на потом. В этой колоде карт буквально башня идет как опасность. Поэтому какую-то нивелировать опасность. Полная смена парадигмы идет в этой колоде карт. Или иногда говорят о катаклизме, который освобождает место для чего-то нового. Неожиданные события, которые нам даются высшими силами именно для перемен. Значит, хоть камни с неба, мои дорогие овны, по этой карте вы можете, какие-то революционные буквально события в своей жизни осуществить или принять какое-то важное решение. Это не имеет ничего общего с тем, что мы говорим в каком-то конфликте, точнее мы участвуем и что-то доказываем. Когда выпадает карта башня, пусть не в этой колоде, в другой, как будто ангелы помогают. Вот есть колода Таро ангелов, кто смотрит часто мои видео. Так вот, на аркане башни буквально ангел берет за руку человека и уводит из той башни, которая будет разрушена через какое-то мгновение от попадания молнии. И есть такое значение, часто его говорю тоже, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Вот какая-то такая ситуация до конца года у вас точно будет. Чем дело кончится? У каждого здесь по-своему. Есть какие-то внешние события, когда вы не должны себя подвергнуть риску. И вот балансировать, правда, придется, вам это помогает. Чем же дело кончится? У кого-то будет вот именно личная жизнь и финансы. Нам не говорят, чем дело кончится. Ведь, по сути, это карта ожидания еще. Так вот, для кого-то из вас завершить какие-то бесполезные ожидания, напрасные надежды. Есть то, что не может быть продолжено. И если вы до этого момента в какой-то сфере своей жизни, не нашли в себе силы или где-то сомневались, не могли принять решение, то вот здесь какие-то события в вашей жизни именно укажут на ту сферу, в которой вам придется эти изменения вносить, чем сердце успокоится. И я могу предположить, это деньги или финансы, или, точнее, в личная жизнь. Вы будете постепенно набирать темп, правда, какая-то, знаете, может быть, как застой. Или неопределенность, как ожидание, напрасные ожидания. Вы от них откажетесь, и пока вот вы не откажетесь, у вас не будет какого-то темпа, у вас не будет скорости. Карта восьмерка жезлов, это мы по ней как раз и набираем темп. И здесь, посмотрите, в этой колоде словно тысячи дорог сходятся в одной точке. Вот будет какой-то пункт в вашей жизни, когда вокруг вас обстановка. Может быть, это событие не обязательно в обстановке. Это могут быть как известия от людей. Может быть, ваших близких, может быть, родственников, может быть, вашего социума, друзей. Но то, что вам, допустим, преподносят как информацию, это тоже оказывает влияние и на вас. И вам как-то с этим нужно провзаимодействовать. Чем дело кончится, нам сказали, завершится ожидание. Чем сердце успокоится, оно не успокоится, мои дорогие овны, потому что вы будете набирать буквально темп. Вам, тут не время успокаиваться, время продуманных действий и важных решений у вас наступает. И знаете, тут такие, сама по себе карта обозначает трансформационные перемены, которые будут продолжаться, может быть, как и до конца года. Тут у каждого по-своему, у кого-то это может произойти буквально в ноябре. Значит, это имеет все равно в любом случае продолжение с заходом еще и на 2025 год. Давайте карту совет достанем, старший аркан башня. Но не сглупить. Карта говорит, вот все то, что я уже сказала, выбор придется делать. Не подставить под удар самого себя. Буквально нулевой аркан. Посмотрите, насколько красноречиво девушка держит какой-то ценный алмаз. И другой рукой она держится за сухую ветку. Вот это показывает нам художник, говоря, что это очень хлипкий какой-то предмет, который нас может надежно удерживать. Нельзя этому доверять. И ей хочется как будто наклониться.
Вот над этим обрывом. Стоит ли это делать? Стоит ли собой рисковать? Ведь по аркану, с одной стороны, какое-то вдохновение будет. Вы можете вдохновиться чем-то. И ведь это добрая карта в плане новых начинаний. Вам придется это сделать. Вот что-то совершенно по-новому. Может быть, внести коррективы у кого-то в заработки или в работу, в процессы, каким образом к вам приходят деньги, а у кого-то трансформация будет касаться вашей личной жизни. Давайте посмотрим, что же третье событие. Тройка Земли. Это когда у нас вообще-то порядок по всем статьям, по всем делам. По тройке Земли мы готовы учиться чему-то новому. И наша прекрасная такая девушка с крыльями за спиной, она как будто приложила руку к колбу, она смотрит в горизонт. И карта об учении, о том, что мы готовы учиться, изучать что-то новое, у кого-то изучать языки, почему нет, и это тоже может проиграться. Карта нам говорит еще и о каком-то месте нашей безопасности, о прочном фундаменте в нашей жизни и часто говорит о социуме, о нашем окружении. Может быть, вы будете менять окружение, потому что вам придется изменить свое отношение, может быть, к заработкам, и это будет связано с изменениями по работе. А для кого-то из вас это может быть переезд. И тогда вам нужно отстроить среди нового менталитета, среди каких-то новых правил, тоже свою собственную стратегию. А может быть, даже это не с переездом связано. К примеру, вы ходите в офис или в организацию, трудитесь, ваша как бы профессиональная деятельность предопределена. Значит, мои дорогие овны, там будут перемены. Может быть, как смена руководства. Все равно, вот эта карта еще подразумевает работу в команде, когда мы правильно выстраиваем взаимодействие партнерское именно. И это будет как событие для вас. Может быть, с нужными людьми договориться, а возможно себе и не помешать. Чем дело кончится? Но это сами по себе новые возможности. Когда мы, как и открыты миру, так мы и готовы учиться. Буквально для кого-то может означать, что вы приступите к изучению. Может быть, пойдете на курсы или в учебное заведение. Но мы приобретаем новые знания, а в последующем мы это перекладываем на практику еще дополнительно, как доход у кого-то может значить. Чем дело кончится до конца года? Правда, новые знания. По пажу Пентаклей это наша где-то неспешность и педантичность в изучении каких-то новых наук или новых вопросов. Может быть, каких-то новых порядков, мои дорогие. Или, если опять же про организацию, если у вас ничто не меняется. Меняется руководство, например, да, вот вы ничего не инициируете. Тогда для вас вот в этих изменениях вашей организации вам может быть отведена какая-то новая роль. И важно это увидеть. Придется вам где-то быть более педантичным и внимательным к деталям. Может быть, где-то придется умело балансировать, ну, почти со словом, если не подстраиваться, то адаптироваться к новым условиям, к новому руководству, а может быть и действительно что-то изучать. У кого-то банально изучать какие-то новые формы отчетности, может быть так, но это тоже придется, значит, сделать педантично. Карта начала не случайно выпадает нулевой аркан как новый жизненный этап. Кстати, это новое вдохновение, чем сердце успокоится. Когда уйдет какая-то путаница, когда вы будете честны сами с собой. Вот нам уже несколько карт об этом сказали. Девушка, посмотрите, в повязке на глазах, она не видит реальность. Вот ваша задача снять эту повязку. И вороны, в этой колоде карт, вороны, опять же, мудрость означают. Вороны пытаются своими лапами стянуть с глаз девушки эту повязку, у них ничего не получается. Они только запутывают ее волосы. Вот какая-то паутина мыслей, мои дорогие. Вы себя ее вогнали именно из-за того, что вы не видите реальности. Вам только стоит увидеть, быть более осмысленным в своих действиях. Что такое осмысленность? Не делать что-то на автоматизме. Для того, чтобы сердце успокоилось,
тем, что же есть на данный момент. Ваша задача увидеть какую-то реальность. И выбор вам придется делать. Мы сказали, согласиться нельзя, остаться. Если остаться, то в новом качестве. А что-то продолжить, как прежде, вы точно не сможете. Потому что обстоятельства как будто не дают. Коррективы вносить придется. И быть честным с самим собой точно. Давайте спросим, какой же совет. Вы знаете, ведь это, по сути, карта апатии. И что такое апатия? Это когда мы что-то хотели сделать по-своему, но мы этого не получили. Или мы могли участвовать, делая кому-то даже добро в каком-то деле, а получили черную неблагодарность. Но это теперь не имеет значения, что было когда-то. И мы должны вот эти эмоции отрицательные не сидеть, не горевать, не обдумывать, хотя на вас это не похоже. Но, может быть, есть какой-то пункт в вашей жизни, он касается либо заработков, либо отношений, когда мне жалко бросать. А обстоятельства уже складываются так, что нет. У кого-то, может быть, связано с переездом. Опять же, люди смотрят из разных стран. И я не могу решиться все бросить и переехать. А вот как-то так придется. Найти такое среднее арифметическое, когда и овцы целые, и волки сыты. Вылить вот эти эмоции, которые вам мешают и создают вот эту путаницу. Знаете, реальность, она всегда жесткая, непримиримая, но она реальность. И поэтому для вас быть реалистом, чтобы как себе не навредить, так и пробалансировать вот как по этому канату, на этих пуантах, я бы сказала, на одной ноге. Вот такая ситуация, действительно, как согласиться нельзя остаться. В какую сторону вы выберете? Ваше направление будет зависеть качество жизни. Но карта нам напоминает, будет какое-то действие, событие, то, что вам может помочь определиться с чем-то. Да, нам это может не нравиться, но такова траектория, если хотите, судьбы. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.